Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа Манасию. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбая Оразбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас» на кыргызском языке. Затем я перевел это свое произведение на русский язык, и оба этих варианта выставлены для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии «Манас» с Тимитеем. Мною закончен первый том данного произведения. Сейчас идет работа над второй частью данного произведения. Но это пока все, что я хотел вам рассказать о своем произведении. А теперь, с вашего позволения, продолжу чтение своего романа. После такого предупреждения Кунурбаю и его товарищам стало не по себе. Взяв воинов, они погнались за Алмамбетом. После непрерывной погони они догнали Алмамбета и окружили его. Когда воины Кунурбая осадили его спереди, не Скары сзади, а Жилое справа, Алмамбет остался в полном окружении. «Что мне теперь делать?» – задумался богатырь. «У этих подонков нет никакого желания услышать меня. Но как я сражаться со своими китайцами?» Желая переговорить с врагами, Алмамбет подскакал к ним. «Зачем вы преградили мне дорогу?» – крикнул Кунурбаю. «Я еду на охоту. Освободите путь!» Услышав это, преследователи громко рассмеялись. «Эй, идиот!» – ответил Кунурбай. «Расскажи эту сказку маме или грудным младенцам. Но не пытайся обмануть нас. Ты вышел не на охоту, а отправляешься в Алтай, к Манасу. Поэтому заткнись и вместе с нами отправляйся к Цинкану. Он сам решит, отпустить тебя или наказать. А что будет, если откажешь выполнить этот приказ?» – спросил Алмамбет, которого сердце затрепетало. «Тогда мы будем вынуждены полностью уничтожить тебя и твоих воинов». Алмамбет, который от всей души не желал сражаться, остался в безвыходном положении. «Я не хотел воевать с соплеменниками», – печально подумал он. «Хотел уйти с честью, никого не трогая. Но Цинкан, кажется, не намерен мне давать такую возможность. Мне все равно суждено погибнуть. Буду ли я сейчас сражаться или сразу сдамся? Цинкан обязательно убьет, когда меня привезут к Бейжину. Двум смертям не бывает, а раз все равно не миновать. Попытаюсь прорваться через ряды такого многочисленного врага». Построив свой тысячный отряд, Алмамбет повел за собой на решительный штурм неприятельских войск. Не выдержав сильного удара, воины Нискары нарушили ряды и бросились в разные стороны. Алмамбет воспользовался открывшимся проходом и бросился бежать в сторону Алтая. Враги стали преследовать их. «Я вам устрою собачий бой, сволочи!» – зло подумал Алмамбет. Когда преследователи настигали, он останавливался, громил их, теснил назад. После этого он снова продолжал путь. Когда эта ситуация повторилась несколько раз, за ним погнался сам Кунурбай. Это очень обрадовало Алмамбета. В том, что я остался в таком тяжелом положении, виноват именно ты, подлец, ненавистью, подумал он. Мало того, что ты отнял у нас пастбище,
так еще оболгал, оклеветал меня перед ханом. За этого он и мой отец стали мне врагами. Я вынужден бежать из родных мест. Останусь ли я в живых или подохну в чужих краях, это только одному Богу известно. Чтобы не остаться в обиде, я заберу тебя с собой на тот свет, если мне суждено погибнуть. С этими мыслями Алмамбет с копьем наперевес поскакал в сторону Кунарвая. Увидев его, китаец пошел на военную хитрость. Как только начался бой, притворно слабо сражаясь, Кунарвай стал убегать от Алмамбета. Он хотел заманить богатыря в самую гущу своих войск. Оказавшись среди многочисленных врагов, богатырь непременно бы погиб. Прекрасно понимая это, Алмамбет стал проявлять осторожность, стремясь убить врага до того, как он достигнет своих воинов. Хлестая изо всех сил коня, Алмамбет стал преследовать Кудербая. Но его постигло неудачно, и враг почти ускользнул от него. «Проклятие!» — огорчился Алмамбет. «И на этот раз этот подонок сумел сбежать от меня». Опечаленный богатырь был вынужден остановить погоню. Когда Кунарбай вознамерился заскочить в гущу войск, внезапно его сбоку атаковал какой-то неизвестный богатырь на серой кобыле. Он ударом копья тяжело ранил Кунарбая. Схватившись за гриву коня, он едва успел заскочить к своим. «Кто этот богатырь, который помог мне?» – поразился Алмамбет. Когда неизвестный богатырь подскакал к нему, он пристально взглянул на него и узнал Экзера. Оказывается, чтобы помочь сыну, она завязала волосы на голове в узел, одела мужскую боевую одежду, оседлала коня, поспешила на помощь. «Я должен подъехать к матери. Попрошу ехать со мной на Алтай. Если она не согласится, то провожу ее домой», — подумал обрадованный Алмамбет. Но он не успел осуществить задуманное. Воины Кунарбая были крайне взбешены ранением богатыря. К тому же раненый Кунарбай зло крикнул: «Что вы стоите, разинув рот? Атакуйте Алмамбета, схватите его живем. Если не сумеете, то убейте его». Тогда десятки тысяч воинов бросились на немногочисленный отряд Алмамбета. «Я не могу стоять против них», — с горечью подумал богатырь. «Буду сражаться, сколько хватит сил, а затем, когда их ряды поредеют, брошусь удирать в сторону Алтая». Две армии начали ожесточенный бой, не жалея ни себя, ни врага. Наконец Алмамбет достиг своей цели. Передние ряды врагов не выдержали его натиска. Побросав погибших, они отступили назад. Алмамбет и его воины оторвались от них. Скача по густому лесу, петляя, как заяц, они сумели убежать от врагов. Так как наступил вечер, воины Кунарбая не осмелились погнаться за ними и решили возвратиться в Бежин, похоронив погибших и взяв с собой раненых. В это время Алмамбет вспомнил о матери. «Где она?» — с тревогой подумал он. «Я ее не видел с тех пор, как она мне помогла и атаковала Кунарбая. Надо поискать ее». Алмамбет на коне выскочил на гребень стоявшего неподалеку высокого холма и стал разглядывать окрестности бинокля. На поле боя, где сражались его воины, отряд Кунарбая, везде валялись трупы погибших. Лежавшие среди них раненые бойцы жалобно кричали, звали на помощь товарищей. Уцелевшие от врага его воины устало собирались неподалеку от холма, где он находился. «Где же находится мама
еще больше стал тревожиться Алмамбет, стал лихорадочно оглядывать все в бинокль. Через некоторое время он заметил возле склона, расположенную неподалеку от горы, серую кобылу, за которой волочились поводья. «Кажется, это кобыла мамы», – испуганно подумал Алмамбет. «Но где она сама? Если кобыла здесь, мама также должна быть поблизости». Специалистов до сих пор не было возможности разыскать ее, так как они были заняты мною. Значит, мама также находится поблизости, живая или мертвая. Чуть не обезумев от тревоги, Алмамбет начал рассматривать через бинокль всю местность вокруг серой кобылы. Его предположения оказались верными. Неподалеку от места, где стояла кобыла, Алмамбет в ущелье увидел около сотни воинов. Они ехали по дороге, ведущей в Бежин, вслед за клячей, на которой был загружен труп какого-то воина. «Спаси меня, Бог!» – смертельно побледнел Алмамбет. «Как бы этот труп не оказался моей мамой! Возможно, манжуйцы везут ее в Синкану. Видимо, эти подлецы везут труп мамы, чтобы оправдаться перед ханом, чтобы заявить, что хотя они не сумели поймать меня, но зато убили мою мать». Крайне встревоженный богатырь, что из силы, хлестнул коня. Крепко сжимая копье, он бросился в сторону неизвестного отряда. Как птица, долетев до них, Алмамбет стал истреблять их. Не выдержав стремительного наскока, манжуйцы от страха стали разбегаться в разные стороны. Когда никого вокруг не осталось, Алмамбет подскакал к кляче и обнаружил, что действительно на нее был нагружен труп Экзера. «Сволочь, негодяи!» – гневно подумал Алмамбет. Не сумев одолеть меня, видимо, Конурбай решил преподнести Синкану вместо меня маму. Я не допущу этого. Подарком для Синкана будет труп не моей матери, а ваши трупы. Взбешенный Алмамбет с покрасневшим, как огонь, глазами вырвал из гривы коня целый клок, гневно заживал его. Затем он на коне догнал убегающих манжуйцев и безжалостно стал убивать всех подряд. Когда немногие из них бежали, Алмамбет возвратился к матери. Сняв ее труп с клячи, привязав к седлу одного из исходно разгуливающих лошадей, он поехал в сторону густого леса, расположенного неподалеку. Отыскав там небольшой холм, соблюдая все обряды и традиции, богатырь со своими воинами предал земле тело матери. Похоронив маму, Алмамбет поехал с отрядом в сторону Алтая. Доехав до берегов реки Иртыш, он на другом берегу увидел многочисленных всадников. «Кто это?» – удивленно подумал богатырь. «Наверное, это аил местных жителей». Алмамбет пристально уставился на всадников. «Нет, это не аил», – решил он через некоторое время. «Вокруг нет ни одной юрты. Тогда что, здесь происходит бой? Нет, видимо, это господа, приехавшие поохотиться». Долго разглядывая незнакомцев через бинокль, Алмамбет заметил, что среди них своей стати уделяется Кокчо, сын казаха Айдаркана, восседавший на синем жеребце. Кокчо в это время действительно охотился со своими товарищами. «Что теперь делать?» – тревожно размышлял китаец. «Остаться здесь или перейти на тот берег, что встретиться с тем господином?» Долго размышляя, Алмамбет решил пойти к казахам. «У меня нет иного выбора», – горестно подумал он. «Если останусь здесь, меня догонят, преследуют, поймают и отправят к Синкану. И тогда я попрощаюсь с белым светом. Коли поеду обратно в Бежин,
погибну собачьей смертью. Поэтому надо продолжить путь вперед и пойти к тому господину. Если меня не примут, приму смерть от их рук, чем вот так бродить по белу свету. Ежели они ко мне хорошо относятся, буду верно служить им, стану их другом. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.